Память – это то, что, как ни заглушай, оно все равно проснется. Преступное государство должно быть названо преступным. Сколько расстрелять, сколько отправить в лагеря. Есть люди, которые непонятно зачем ищут самооправдание, хотя оправдываться не в чем. Мое место здесь. И в тюрьме люди живут, и на воле люди умирают. Христос в конечном счете проиграл или пока еще нет. Это заключительная часть нашей трилогии о чувстве Родины. Мы снимали в Европе, снимали в Средиземном море, и нам показалось очень важным снять еще и здесь, на окраине Москвы, на Бутовском полигоне, где в годы Большого террора были расстреляны больше 20 тысяч ни в чем не повинных человек. Отсюда особенно хорошо заметно, даже несмотря на снег, вы видите такие невысокие холмы, такие как волны, от нас и до самого забора. Это не что иное, как рвы захоронений. Здесь их особое сосредоточение, но если присмотритесь, то обнаружите их и по всей остальной территории. И то, что мы знаем о полигоне, стало известным лишь в 90-е годы, со слов очень немногочисленных свидетелей, которые до этого времени дожили, которые видели происходившее, и самое главное, которые соглашались на эту тему что-либо рассказывать, потому что большинство из осведомленных людей, а это сотрудники НКВД 30-х годов, просто отказывались беседовать на подобную тему. Для того, чтобы убедиться, что слова их верны, что бутовские рвы действительно могилы, в 1997 году было принято решение вскрыть участок одного из рвов. Видите этот холм, и прямо на нем различаете каменный крест. Он установлен в том месте, где производился раскоп, вскрывался очень небольшой участок захоронения площадью 12,5 квадратных метров, грубо говоря, 3 на 4. И действительно на 2-метровой глубине обнаружены человеческие останки. Всего эксперты насчитали на этом участке останки 149 человек. Если подобным образом заполнены и остальные рвы, а их общая протяженность на сегодня известных составляет почти километр, то простой арифметический подсчет, протяженность, наполнение дает цифру гораздо большую, чем 20 тысяч. Это население немалого города. Многие города, которые вы знаете, имеют значительно меньшее число жителей. Это вообще место странное еще и потому, что здесь ведь тоже был дачный поселок чекистский. Вот это их странная манера устраивать дачи на костях. После того, как это захоронения прекратились, здесь был и сад, и дачи. Солнце красиво в этой дымке. Красиво, да. Это зимой я не люблю. Но, в принципе, зимний пейзаж красив, конечно. Особенно, когда вот это не сильный мороз и снежок, не успело все почернеть. Там вон это как раз и есть мемориал, который сейчас, наверное, занесен практически полностью. Это было место, куда привозили расстрелянных по приговорам Московской тройки Московского управления. А некоторая часть, довольно большая, приговоренных по московским же альбомам, по национальным операциям. И какое-то количество заключенных Дмитлага, строителей канала. Но это небольшая часть, пара-тройка сотен. Не основная часть. Основная – это вот рядовые москвичи. Люди, угодившие в мясорубку просто потому, что был спущен план. Это вот реализация приказа 447 в первую очередь, где были установлены лимиты по первой и второй категории. Это что значит? Сколько расстрелять, сколько отправить в лагеря. И это выполнялось. Потом выдвигались встречные обязательства. Как не чуть дико это звучит, что запрашивали дополнительные лимиты.
Никакой вольницы, никакого энтузиазма масс. Только после того, как нарком, на самом деле не нарком, а политбюро, или еще точнее лично Сталин, ну и несколько еще самых ближних членов политбюро. И дальше они исполняли, здесь совершенно ни при чем были эти идиотские выдумки про доносы. Доносы случались, конечно, они всюду случаются, но доносы не могли быть мотором этих массовых операций. На них никто из организаторов не мог полагаться. У чекистов с 18 года, по крайней мере, велись картотеки всех, кто попал в поле их зрения. И дальше, если нужно какое-то количество людей найти врагов, то вот у них картотеки под рукой. Они были еще далеко не исчерпаны к моменту завершения массовых операций. А есть какое-то у вас логическое объяснение того, зачем нужны были эти планы по расстрелам, зачем нужны были эти планы по посадкам, зачем такое количество людей своей собственной страны нужно было угробить? Это действительно трудно объяснить, и не залезешь в голову живого, а тем более в голову мертвого. Но, по всей видимости, психиатрия имеет тут свое значение, а если говорить про рациональную часть, утопическая идея, большевистская идея, чисто утопическая, сталкивается при попытке реализации с сопротивлением. Советская власть сталкивалась и при начале коллективизации, когда были масса крестьянских выступлений, больше 3000 только зафиксированных выступлений по стране. Продолжалось сопротивление внутрипартийное. Те же троцкисты, которые, пока их не перестреляли, продолжали выступать с другой программой. Главное, чего добивался Сталин, это исключить возможность любой самоорганизации общества. Вот просто люди не должны быть связаны друг с другом никак. В результате деятельности чекистов связи между людьми были чудовищно разрушены. Все навыки взаимодействия исчезли. Все понимали, что любая несанкционированная деятельность может привести к нежелательному финалу. И, в общем, мы сейчас и в значительной мере пожинаем плоды вот этого вот искоренения всех форм самоорганизации. Если вспомнить проклятый царский режим, действительно, самодержавие не стоит особенно добрых слов. Но если взять вот эту вот книгу «Вся Москва» или «Весь Петербург» или любой другой адресный справочник, там найдется масса обществ помощи заключенным, например. Просто вот люди сами решили, что надо помогать заключенным, нужно помогать бедным. Там дома благотворительных квартир этих для бедных, бесплатных. Общество само решало, что нужно делать, и само делало. А при советской власти это стало невозможно совсем. Но при этом никакой революции 1905 года, никаких таких больших действительно движений антиправительственных, такие вещи стали невозможны. Никакой Кадыров не мог появиться при Сталине. Просто никакой бесконтрольной деятельности на местах не допускалось. А что при этом вместе с троцкистами, которых он так не любил, были убиты еще многие сотни тысяч людей, для Сталина это не было препятствием, затруднением, моральным каким-то переживанием. Я думаю, что главное его было вот это вот обеспечить полный контроль над страной, над населением. Я вчера участвовала в таком странном, немножко диковатом споре на одной московской кухне о том, что вот сейчас сажают ни за что, а при Сталине все-таки на каждого было дело. Насколько это справедливо? Сейчас вообще говорят насчет ни за что тоже. Человек хотя бы стаканчик бросил. Лайк поставил. Это точно такие же нелепые обвинения, какие выдвигались тогда. Обвинения выдвигались, но сделать этот человек ничего не сделал. Просто его вынудили себя оговорить. Практически каждое обвинительное заключение завершается словами «вещественных доказательств по делу не имеется». Все, что есть в этом деле, это допросы. Часто начинаются они не с момента ареста, а спустя какое-то время, когда человека уже обработали, выражаясь эвфемизмами, и из него выбивают хоть что-нибудь. Начиная с того, знакомы ли вы с таким-то, знакомы ли вы с таким-то, кого вы знаете из такой-то организации, кого вы знали из такой-то партии. Дальше все это люди, проходящие по делу, все они упоминаются, все они выписываются на карточке, все идут в ту же картотеку. А дальше человека вынуждают признаться в чем-нибудь хотя бы, что вы вели разговоры
Ну, вот как в деле деда, там, что, да, мы вели разговор о том, что крестьянам сейчас живется хуже, чем при царизме. Это была чистая правда, но наказывают. Это антисоветская агитация, и известно, чем кончалась. Но вот именно из таких вот ничем не было страшнее, чем сейчас сказать, что ты думаешь про Путина, или этого Дмитрия Бигбулатовича, или про кого-то. Имеет право человек о власти сказать все, что он думает, всегда и всюду. При всей отвратительности происходящего сегодня, тем не менее, все-таки при советской власти никакие вообще независимые организации существовать бы не могли. У нас пока все-таки какой-то остаточный воздух есть. Надолго ли его хватит и в какую сторону это пойдет, трудно предсказать. Но невозможно сравнивать вот эти вот тотальные убийства. Да, это мерзость, то, что происходит. Вот эти вот аресты за слова, даже за мысли фактически. И посадки, и убийства, на самом деле, убийства инакомыслящих уже не единичные далеко. Не надо самих себя пугать. Еще есть место для маневра, еще есть возможность что-то сохранять. Случайно по работе, оказавшись в Итоне, альма-матер великого Джорджа Оруэлла, я перелистала 1984, и вдруг мне в голову пришли забавные, хоть и грустные аналогии. А что если в каком-то из нынешних российских министерств любви или правды разрабатывают очередные внезапные и жестокие ограничения свободы доступа к информации, по утрам работников встречают плакаты, например, «Победим деменцию в отдельно взятой стране» или «Не дадим российским пенсионерам отстать от технического прогресса». Это, конечно, не веселые шутки, но, пользуясь случаем, хочется сказать огромное спасибо нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые изо всех сил стараются не отстать от технического прогресса, продолжают осваивать новые способы для того, чтобы обходить блокировки соцсетей и запрещенных в России сайтов. Мы вами гордимся. Один из самых простых, надежных и прижившихся в нашей семье сервисов – это VaporVPN. Это стабильный и надежный сервис, созданный командой разработчиков петербургского независимого медиа «Бумага». В сервисе ничего лишнего, только скорость, стабильное подключение и понятные инструкции. Настроить его можно буквально за несколько минут, а дальше включать в одно касание. VaporVPN работает на популярных операционных системах и, что важно, доступен в российском App Store. Я бы рекомендовала оформить безлимитный тариф сразу на 2 года для всех, кому вы любите. VaporVPN не ограничивает количество устройств и трафик, а одной безлимитной подписки совершенно точно хватит на всех. Цены на VaporVPN стартуют от 120 рублей в месяц, а до 12 марта действует акция. По промокоду Гордеева 68 подписка будет выгоднее до 68%. Попробуйте сами по ссылке X. Ян Збигневич, мы очень долго готовились к этой встрече и мечтали о ней, потому что нам показалось, что вы ровно тот человек, с которым хотелось бы поговорить о чувстве Родины и о том, какую роль в этом играет память. Память просто сама по себе важна, чтобы существовала страна, чтобы существовало общество. Вообще говоря, память – это то, что отличает человека от прочего живого мира. Осознанная память, способность анализировать эту память, осознание опыта помогает выбирать путь, что, собственно, есть Родина, а не только место, где ты родился, но и то, что с этим местом связано. Оно не с тобой одновременно появилось и не с тобой уйдет. Позиционировать себя в отношении вот этого вот места и событий, среди которых ты оказался, ну вот с этого начинается, наверное, человеческая личность, сознательная человеческая личность. К сожалению, не все начинают задумываться над этими вопросами. И прежде чем начать разговаривать, я должна спросить у вас, какого цвета будет наш фон? На усмотрение. Нет, давайте на ваше усмотрение. Не знаю, зеленый, в принципе, меня устраивает, но скорее что-то более такое, ближе к лесному. Натуральной зелени какой-то. Вот. Болотный. Может быть, болотный, может быть, с хвоей. Любая растительность. Я когда-то все-таки собирался быть ботаником, поэтому по-прежнему люблю
зеленый цвет. Скажи, Гордеевой, скажи, А в чем миф про доносы? Они никогда не были причиной массовых репрессий. Они могли случиться причиной единичной расправы, То есть доносы и аресты – это параллельные вселенные? не имеющие друг к другу отношения. Доносы – это единичный факт, не упорядоченный, не поддающийся никакой системе. На нем нельзя строить технологию. Массовые операции, что кулацкая, что национальные, это была технология. Вот как с 18 года, начиная, завели эти картотеки, куда вносились все упомянутые в ходе следствия. Вот неважно, обвинен, не обвинен, привлечен, освобожден или вообще сама только упомянут. Все равно он разнесен на карточку с указанием, в каких обстоятельствах, по какому поводу. То есть, грубо говоря, если меня допрашивают, я сказала, что у меня в первом классе учительница была такая-то, то она внесена в картотеку. Да, но это некоторое огрубление, потому что про учительницу, скорее всего, не спрашивали. Но про знакомых... Я дружила в первом классе с тем-то. Про первый класс в те годы мне не попадалось, чтобы кого-то спрашивали. Все-таки довольно много просмотрел. А про гимназию, да, могли спросить уже вполне. Если поддерживал отношения в подпольной борьбе, да, в несоветских партиях, в небольшевистских, тогда вот такие-то были знакомы, это все будет расписано, а останется и в губернской ЧК, и пойдет в центральную картотеку тоже. Говорить о преемственности традиции, когда сейчас пишется большое количество доносов, с теми доносами не приходится. Это несколько тема гипертрофирована в публичной сфере, потому что их на самом деле не так много, и очень немногие из них приводят к какому-то желаемому для доносчика результату. Все наперечет можно посмотреть. Доносы пишут примерно одинаково во все эпохи, когда вот эта вот истерика, что кругом враги, это может усиливаться. Вопрос в отношении к доносам со стороны власти. Были короткие периоды, когда не уделялось внимания. Сейчас какое-то уделяется, но не чрезмерно. Реагировать на сигналы, там, реагируют, но не особенно. Меня скорее интересует вот эта вот готовность людей себя идентифицировать как доносчиков. Даже при культе Павлика Морозова все равно слово «доносчик» вызывало брезгливость автоматически у всех. С этим человеком нельзя иметь дело никогда. Сейчас это чуть ли не с гордостью люди про себя говорят. Это вот самый интересный в этой области феномен. Основой для вот этих вот всех преследований политических по-прежнему остаются картотеки, учеты, осведомители. Осведомителей сейчас, конечно, не столько, сколько было в последние сталинские годы, когда счет шел на миллионы. А осведомители получали деньги? Или это по любви было? Преимущественно они так или иначе, или они были вынуждены под угрозой чего-то, или получали деньги. И есть регламенты, как обеспечивать, чтобы получение ими денег не было никем ненужным зафиксировано. Эти бумаги существуют, они в основном пока остаются под грифом «секретным». Часть может быть опубликована в Прибалтике, Украине. Может быть, что-то успели опубликовать в Грузии, хотя там большая часть архива сгорела. Но в Отечестве это тщательно оберегаемая тайна. Дальше тот вопрос, вокруг которого много дебатов, про так называемую люстрацию. Кто и на каком основании должен подвергаться люстрации, и что такое, собственно, эта люстрация. Когда речь идет о том, что не должны занимать государственных постов люди, слишком плотно связанные с прежним режимом, это довольно быстро упирается в то, что вот у нас Борис Николаевич был членом Политбюро, а до этого вообще там что-то с домом Ипатьева случилось в его бытность секретарем обкома. И вот это достаточно для того, чтобы запретить ему навсегда, или нужно опять вместо закона делать какое-то решето, сквозь которое проходят те, кому нужно пройти, а остальные застревают. Есть другая, с моей точки зрения, гораздо более важная часть люстрации. Если мы расстались с этим режимом, то эти осведомители больше нам не нужны. И задача наша, чтобы люди впредь понимали, что если они работают, не оглядываясь на мораль,
то их имена станут известны. Вот ничего больше не надо. Нужна публикация всех имен осведомителей. Без каких бы то ни было выводов. Без запретов и без наказаний, потому что опять это тут есть неподъемные совершенно сюжеты. Расписки в обязательства в сотрудничестве, они, во-первых, не всегда подлинные. Мы знаем на примере Чехии, что иногда, поскольку за вербовку платили, то сотрудники сами фабриковали эти расписки. На самом деле человек никогда, вообще говоря, не подозревал, что такая расписка с его именем существует. Второе, даже там, где были действительно данные расписки, они далеко не всегда были даны по доброй воле и далеко не всегда приводили к каким бы то ни было тем самым меморандумам, сообщениям от осведомителя. И известны случаи, когда просто эти осведомители сами себя расконспирировали. Неоднократно такие расконспирации приводили к расстрелам. Просто за разглашение сведений, не подлежащих разглашению. И тогда получается, что если мы опубликуем все имена всех осведомителей, то каким-то образом попадут в это в том числе и невинные люди? Да, так вот именно поэтому никаких последствий. Но позор. Должны быть все эти оговорки сделаны. Но сейчас, когда это остается в распоряжении спецслужб, это абсолютный материал для шантажа. Этим материалом распоряжаются спецслужбы. И мы не знаем, как распоряжаются. Я совершенно не склонен думать, что распоряжаются добросовестно. Вот лишить их этой возможности. Пусть строят заново, но люди, пусть, которые пойдут к ним на работу, понимают, их имена станут известны рано или поздно. И они должны вести себя так, чтобы им не было стыдно за то, что их имена станут известны. Понимаю, что это, может быть, звучит утопически. Про будущее тут трудно сказать. Мало какие спецслужбы действуют в белых перчатках. Лишить их вот этой возможности влиять на людей, которые когда-то проявили слабость, это, на мой взгляд, важно. Так же, как это и важно для того, чтобы понимать некоторые пружины. Не для наказания, а для изучения. Вышли мы на дорожку, и дорожка – это такой своеобразный памятник истории. Именно по этой дороге, тогда она была не асфальтированная, грунтовая, с той стороны из московских тюрем сюда приходили те самые машины, приезжали, автозаки так называемые, привозившие людей, осужденных к высшей мере. Дальше, по рассказам свидетелей, въезд на территорию, длинный дощатый барак, куда людей загоняли, и там выяснялось, для чего их сюда привезли. Дальше за крестом вы обнаруживаете новенькое строение, бревенчатый дом. Но на самом деле это реконструкция старинной постройки еще начала 20 века, усадебных времен. В этом доме до революции находилась контора управляющего усадьбой. А в 30-е годы в нем помещалась комендатура полигона. Вот именно здесь сидело полигоновское начальство, именно здесь оформлялись и подписывались расстрельные списки. Именно сюда привозилась расстрельная команда полигона, те, кто приводил приговоры в исполнение. Вот это все были рвы, где расстреливали, правильно? Это один из рвов, да, их тут много. Вот храм, вот это вот большой этот ров, за храмом там еще рвы, даже выходит за пределы. Вон там, то, что известно даже, оно выходит за пределы. Подвозили ко рву, здесь расстреливали, засыпали, все жители вокруг слышали. Значит, непонятно на самом деле, а по всей видимости какое-то количество расстрелов здесь было, но я думаю, что большей частью привозили уже расстрелянных. Иначе это просто слишком большие риски. Много людей, если они в сознании, то они могут что-то сделать. Побежать, а что-то сделать с охраной даже непредсказуемо. Поэтому я думаю, что, как и в большинстве других мест, привозили уже трупы. Было тут помещение при входе комендатуры, в котором, по некоторым сведениям, расстрелы производились. Какие количества? И 300, и 400, и даже 500 в феврале 1938 в один день. А насколько правдоподобна история про то, что их возили в машинах хлеб, внутрь которых поступал газ? Насчет, что было снаружи, не знаю, но история с
изобретением Берга вполне документировано. Здрасте. Добрый день. Цель была, насколько я понимаю, не столько убить, уже лишить сознания, чтобы беспрепятственно расстреливать. К сожалению, документация далеко не полна, свидетелей не осталось. Пока эти архивы закрыты в значительной степени. То, что удалось найти, это почти случайно. Это вообще немыслимое дело, что уже 90 лет прошло от большого террора. В Мексике открыли архивы через 6 лет после смены власти. У нас, преемственность. У нас записано теперь в Конституции преемственность в сокрытии преступлений и оправдании, поиске оправданий для этих преступлений. Да, вот здесь вот стоял и товарищ Путин в свое время. Он еще поражался, зачем, их-то за что. А самое странное, и он, и Медведев, судя по всему, вполне искренне осуждают вот это вот массовое убийство народа. При этом они абсолютно не в состоянии осознать, что это было, почему это было, и как не позволить этому повториться. Вот убивать нехорошо, а запрещать все партии нормально, вводить цензуру тотальную нормально, беда не от этого. А опять вопрос, с какой целью этот памятник, стена скорби был поставлен. То ли для того, чтобы сохранять память, пытаться осмыслить произошедшее и осудить, избавиться от этого и преодолеть. А то ли для того, чтобы сказать, что вот партия дала свою оценку, и кто сверх этого, как было с реабилитацией хрущевской, собственно, это было великое дело, что миллионы вышли на свободу, и миллионы смогли, наконец, узнать про своих близких. Но при этом, если кто-то хотел выйти за пределы этого постановления о преодолении культа личности, он становился клеветником, очернителем. Мы сегодня примерно тоже имеем дискредитация Советского Союза. Мы возвращаемся. Когда вот все эти архивы, как говорят, были открыты, но сейчас мы понимаем, что они не были открыты до конца в 80-е и 90-е, это очень сильно напугало граждан страны. Может быть такое, что информации было слишком много, она была слишком ужасной, и людям было тяжело ее принять? Это напугало, может быть, некоторых граждан, которые были готовы принять, которым хотелось сохранить иллюзии. Их и до сих пор некоторое количество есть, а усилиями пропаганды это число даже растет, когда нам рассказывают про невиданные успехи советской власти, забывая разные проблемы и обстоятельства. Там вот эти вот разговоры, что хватит чернухи, хватит шоу, на самом деле все было не так. Вы что, хотите новой гражданской войны? Я несколько раз оказывалась в компаниях, где выяснялось, что, условно, мой дедушка твоего дедушку убил. Да, я знаю семью диссидентскую, в которой отец жены подписал ордер на арест отца мужа. Обоих потом расстреляли, один реабилитирован, другой нет. Это наша история, от которой никуда не деться. А была идея, как с этим жить людям? Вот если бы все сработало, если бы действительно эта новая память стала частью настоящего и, возможно, будущего, вот как с этим жить? А с этим жить все равно приходится. Это было. От того, что ты заставишь кого-то замолчать, оно не перестанет быть. Факты не исчезают от того, что про них запрещают говорить. Это была иллюзия у советской власти. Если запретить писать про катастрофы, то вроде как все будут счастливы, и катастроф как бы уже и не будет. Но это можно замолчать в каких-то частных случаях для публики. Для самих людей это не замолчать. Большие вылезают сразу, остальное так или иначе все равно возвращается. И дальше вопрос, как с этим жить. Этот вопрос тяжелый, и он не только про прошлое, он и про будущее. Вот сейчас у нас идет эта война. И, собственно, уже закончившуюся взять афганскую. Вот есть матери, потерявшие детей на этой войне. Если разбираться по совести, то, увы, гордиться этими детьми большей частью трудно.
Потому что то, что делали советские войска в Афганистане, это было очень часто военным преступлением, называя вещи своими именами. Да, гибли военнослужащие. Некоторые из них не сделали ничего дурного, но участвовали в абсолютно преступных действиях, вторжениях в чужие страны, уничтожением законной власти в этих странах, попытках уничтожения. И этому не дана оценка никогда. Теперь мы то, что не успели, имеем с этим дело снова. И с этим тоже придется жить, вот как-то понимать, что предки бывают разные. Не всеми предками можно гордиться. И даже родители бывают разные. Тоже мы знаем, не первый год на свете живем. Одно дело оценивать действия, другое дело, что это все твоя родня и твоя ответственность в какой-то степени. Это, на мой взгляд, самое сложное. Как жить, если у тебя у самого родственника, как сказать, далек от идеала? От того, что про это молчать, легче не станет. Единственный способ преодолеть травму – это ее пережить, не прятать, а именно вот лицом к лицу разобраться. Мне так кажется, что это самый правильный и честный путь. Что касается вот этих вот гражданской войны, была первая реабилитация хрущевская еще. Возвращались люди из лагерей. Вот в Питере у знакомой семьи он попал в лагерь 20-летним абсолютно здоровым человеком, вышел с порванной диафрагмой и отбитыми легкими. В общем, инвалид полный. Он при этом продолжал верить в Сталина, впрочем. Кто-то понимал, что случилось, и знали цену этим палачам. Такой миф, по всей видимости, успокаивающий, что кто-то из бывших зэков встретил Молотова там на Фрунзенской набережной и дал ему по морде. Как я понимаю, это миф, хотя было бы приятно, если бы это оказалось правдой, потому что товарищ Молотов много чего заслужил. Не только объятиями с Гитлером, но и вот этими своими подписями на расстрельных списках. Но реально никакой гражданской войны не произошло. Никого из этих палачей и вертухаев не наказали, и никто с ними не пытался расправиться. Хотя там были достаточно серьезные ребята среди тех, кто вышел. А почему страх? Не знаю, думаю, что понимание бесперспективности этого пути. То есть страх плюс апатия? Трезвое понимание ситуации. Если бы что-то это могло менять, можно и собой рискнуть. Но когда понимаешь, что от этого не изменится ничего, это не апатия, это просто понимание, что здесь нету дороги. И это вопрос не только к тем, кто вышел, это вопрос и к тем, кто жил на воле тоже. Потому что, вообще говоря, про многих стукачей знали. И тоже что-то мне неизвестны случаи, чтобы с этими стукачами что-то случилось худше, чем кому-то там дверь обмазали неприятными субстанциями. Вопрос, что может быть целью, что может быть смыслом существования в таких условиях. Это сложный вопрос и непростой выбор. Но гражданская война – это миф. Такой же миф, как этот миф про 4 миллиона доносов. Миф, удобный исключительно чекистам всей этой комарильи. Это яблони, это остаток того сада. Ваши по этой стороне или по этой стороне? Мы там в конце. Так, это вот 37-й год, да, пошел? Да. Август. Да, это начало уже очень такое бодрое, да. Уже с трудом хватает плиты. Каждый день. Вон мне 22 августа перерыв сделали. Нет, это не каждый день. И тройки заседали не каждый день. Даже непонятно, всегда ли они заседали. Или ограничивалось тем, что их привозили на подпись каждому по отдельности. Это байки про то, что выдавали расстрельщикам специальных массажистов, потому что у них рука уставала. Не знаю ничего про массажистов, какая-то легенда, что водку выдавали, да,
что спивались многие из этих расстрельщиков, да. Не в расстрельщиках же дело, по большому счету. Мне кажется, что разговоры про Блохина и всех прочих этих палачей уводят в сторону. Не Блохин сочинял эти дела. Главные виновники не палачи, а палачи по существу исполнители. Омерзительная профессия, всегда презираемая до советской власти, но они исполнители чужой воли. Виновники – вот эти вот сочинители дел, те, кто избивали людей при допросах или между допросами, вот те, кто добивался признательных показаний. Те, кто это сделал, вот они и есть настоящие палачи. Вот, главный грех на них. А на каком этапе кто-то мог сказать «нет»? В принципе, сказать «нет» мог любой. Мало кто этим пользовался, потому что это означало собственную гибель. С самого начала советской власти вот это размывание моральных границ людей довели до готовности убивать. Это отчасти, конечно, и следствие мировой войны. Табу на убийство исчезло. Ослабло, во всяком случае, очень сильно. Так в царской России найти палача было трудно. Много есть известных историй, когда казнь откладывалась, потому что не было палача. И даже уголовники не соглашались быть палачами. При советской власти это изменилось, что это уже не такой уж грех. Надо думать о себе, о детях, мировой революции. Ради мировой революции много чего можно. Были единичные случаи, кто так или иначе уходил в сторону. Кто-то уже понимая, что он будет следующий. Среди чекистов, не замаранных кровью невинных, было к началу большого террора уже немного. Все были уже так или иначе повязаны, с одной стороны. С другой стороны, понимали, что выхода наружу нет. Ну, вот было некоторое количество самоубийств чекистов. Были редкие случаи, когда кто-то пытался вдруг добиваться, с позволения сказать, законности. Помню, смотрел дело, где прокурор пишет, а куда делась первая половина допроса. Почему подшита только вторая. Это отдельная тема для изучения. У нас тоже, опять-таки, нет доступа. И это не будет, пока не сменится власть. Потому что по нашему закону личные дела сотрудников, тем более секретных сотрудников, вечная тайна государственная, не без срока. Это и безнаказанность, и это невозможность понять, и это унизительно для отечественных историков, например, что о том, что происходило на переговорах, скажем, Путина с Бушем, мы теперь узнаем из американских архивов, которые рассекречиваются. Но есть ощущение, что в горбачевские времена страна двигалась к тому, чтобы, по крайней мере, от начала и до конца, не в малых дозах, как при Хрущеве, а от начала и до конца проговорить проблему большого террора и проговорить проблему соучастия в построении вот этого бессловесного и подавленного страхом общества спецслужб. В какой-то момент все сломалось. Да. В какой момент? Думаю, что моя точка зрения вряд ли будет близка к распространенным. Я сторонник Горбачева. До сих пор и всю дорогу, как ни странно, понял, что я именно его сторонник 35 лет назад, во время событий в Вильнюсе. Вот так? Да. Потому что я тогда и понял, насколько примитивны и ошибочные интерпретации, бытующие в демократической, условно говоря, среде. Если коротко, то в Вильнюсе 35 лет назад случилось вооруженное подавление мятежа Литвы за отделение. Введение войск и использование войск в попытке предотвратить отделение Литвы. Для меня было тогда уже совершенно очевидно, что это не была инициатива Горбачева, потому что по всем складам... Введение войск не была инициатива Горбачева. Ему это было совершенно... по крайней мере, не своевременно. Я же не говорю, что это было крайне глупо сделано. И потом много раз повторено в разных других ситуациях. Где-то повторено, где-то случились эти вещи и Баку, и Тбилиси. И Рига. И Рига, значит, это все были разные ситуации, но, несмотря на усилия многих
найти какую-то вину Горбачева не удалось. И это было понятно, потому что в чем, на мой взгляд, заслуга и величие Горбачева. Он нащупал, не знаю как, вычислил, угадал, подсказал ему кто-то, не знаю, но сделал это он. Единственный путь для выхода из этого вот застоя, болота, из этого 70-летнего ужаса. Он дал людям почувствовать, что они могут сами решать свою судьбу. Никто сверху дальше, после Горбачева, не предлагал гражданам быть с хозяевами. И второе, что он предлагал, это путь права. Единственный правовой по-настоящему документ, до закона о реабилитации, который в каком-то смысле не прошел дальше. Формулировка, что все решения внесудебных, неконституционных органов подлежат отмене, как постановленные неконституционными органами. Это вот и есть правовой подход, до которого мы до сих пор не дошли. Мы до сих пор имеем вот этих вот расстрелянных по решениям тройки заключенных, которых до сих пор не реабилитируют, потому что, видите, у них до этого были уголовные приговоры. Хотя по смыслу права они, безусловно, должны быть реабилитированы. Подождите минуточку, вернемся на полшага назад. Кто, по-вашему, принимал решение о вооруженном подавлении мятежа в Литве, например? Если не Горбачев, который председатель Президиума Верховного Совета. Это нынче трудно представить, что кто-то помимо Путина может принять такого рода решения. А тогда у нас на минуточку было Политбюро. А если вы вспомните эти, как это сказать, лица, то может уже от одного этого стать не совсем хорошо. Там были разные люди. И, видимо, инициатива, я так подозреваю, была местная. Вот эти вот местные партийные вожди второго ряда. Они надеялись, что они сейчас решат вопрос, который беспокоит центр, и снова возглавят и будут рулить. То же самое было и в Тбилиси. Попытка на месте решить вопрос и доложить в центр, что все сделано. И в Казахстане то же самое. Даже без дурных намерений, просто ты искренне веришь, что это вот какие-то хулиганствующие националисты, а кончилось плохо. А почему тогда это не было предано публичности? Горбачев же мог сказать, я не принимал таких решений. Если бы он был действительно полновластный хозяин всего, то, может быть, и мог бы. Нынешнему поколению даже трудно себе представить, что это такое было. Но если вы вспомните, то Хрущев не сам ушел с поста. Это то, что пытались сделать вот эти вот ортодоксы в ЦК и в Политбюро все время. То, что мог сделать Горбачев, это сделать явным вот эту вот борьбу внутри партии. Но на самом деле все рычаги власти были у партии, не у него. А вот это вот партийного чиновничьего аппарата, где были как люди прогрессивно мыслящие, так и в огромном количестве люди, стремившиеся сохранить статус-кво. Не почему-нибудь, а просто потому, что им так удобнее. Даже в большинстве не из идейных соображений. Как, собственно, и сейчас мы можем видеть. А вовсе не от Путина исходят те идеи установки памятников Сталину. Мне кажется, что стоит Путину пальцем пошевелить или полслова сказать, эти памятники все уйдут туда, откуда они пришли. А он не хочет, чтобы они ушли. Но он не хочет, чтобы они встали. Потому что им достаточно было бы моргнуть. И они бы стояли уже в каждом районном центре. Ну, не такой уж он прям нерешительный, не знает, и не хочет, и хочет сразу. Ему не надо. Вот это вот лавирование, это довольно характерно при отсутствии публичной политики. У нас же нет политики, у нас есть вот эта вот квазиидеология и пропаганда. И все решения принимаются тайком, мы потом узнаем или пытаемся угадать. А кто на этот раз повлиял, это ненормально для великой страны, это унизительная ситуация. Горбачев, главное, что сделал, он сказал людям, что это, вообще говоря, страна – это ваша забота. Когда он приехал на завод и стали ему жаловаться на директора, он сказал, и что, я вам ставлю, что ли, снимать директора? Ваш директор, вы с ним и разбирайтесь. И постоянное, что мы должны вместе переделать эту страну. И это было главное достижение и главный двигатель, на мой взгляд. До тех пор, пока не появились вот эти вот люди, которые сказали, мы знаем, как надо, собрались в Беловежской пуще, не имея мандатов. Я ведь не про то, что нужно было сохранять Советский Союз. Советский Союз был обречен просто по насильственному характеру создания.
Он мог быть распасться иначе, но просто то, что было сделано, это был вот как раз отход от права. У Кравчука еще был, по крайней мере, референдум в руках, который сказал, что это за независимость. А у Белоруссии и у России ничего такого не было. У России за спиной был референдум за сохранение Советского Союза, если не ошибаюсь. За сохранение это было у всех общий, тоже лукавый референдум. Это отдельная песня, понаблюдали мы этого счастья в разных местах. На востоке Украины, а тоже в Донецкой и Луганской. Вы имеете в виду 15-й год? Да, мы там были с Олегом Орловым и наблюдали это все. Так вот, на мой взгляд, главная, до сих пор недооцененная заслуга Горбачева, что он вдруг позволил людям поверить в себя и начать самоорганизовываться и самостоятельно решать проблемы страны какие-то на своем уровне. Преодолевать вот эту вот разобщенность 70-летнюю. Именно тогда и возникли, в общем, зачатки гражданского общества. И мемориал тогда появился. Хельсинская группа возникла. Из партий, которые тогда возникли при Горбачеве, ничего не осталось. Все остались кое-какие люди. А почему ничего не получилось? В какой момент? Мы говорим о периоде в 35 лет, уже 40 лет. Преждевременный распуск Советского Союза был одной из ошибок. Начинать надо было с того, чтобы зафиксировать общее отношение к прошлому, назвать со своими именами, принять какие-то минимальные хотя бы законы, ограничивающие возможности спецслужб. Там были сделаны только первые шаги еще в этом направлении, в направлении кодификации демократических норм, скажем так, неуклюже. В огромной степени движение вперед было волей Горбачева, ну и небольшой группы его сторонников. Но если поднять и почитать, что там происходило в это время на пленумах ЦК, до какой степени это было противоположно. И одновременно чудовищная инфантильность отечественной интеллигенции, большой части, по крайней мере. Вот это представление, что достаточно сказать и все само собой завертится. Вот эта вот нелепая идея о том, что нужно передать власть Совету президентов республик. На основании чего? Каким образом? Кто вообще будет этот цирк слушать? Почему армия вдруг станет ему подчиняться? Почему КГБ станет подчиняться этому совету? Просто потому, что вот Совет Демократической России решил, что так надо. Главное вот погромче крикнуть «долой» и «да здравствует». Но вот из этих двух лозунгов не сошьешь ничего толком. Большие изменения требуют больших усилий и времени. Дальше мы видели, что случилось. Мы видели Беловежскую пущу, мы видели вот это вот сразу культ личности Ельцина. Он начался еще, на самом деле, до Беловежья уже тогда. Ельцин, вот это вот скандирование. А вы ходили Белый дом защищать? Я там был пару раз за эти дни в августе 91-го. На так называемых баррикадах. В основном я стоял у Ксеркса, и есть свидетели, которые подтвердят, что я говорил тогда. Что я никогда не прощу ГКЧПистам, что мне из-за них пришлось указы Ельцина тиражировать. То есть иллюзий у вас не было с самого начала? По поводу Ельцина, нет, у меня были в первый момент, когда он появился и повел себя не совсем обычным образом, было интересно, да, и показалось, что в этом может что-то быть. Но очень быстро эти иллюзии рассеялись. К августу 91-го уже их не было давно. И тогда вот действительно выбор между очевидным катастрофическим злом и тем, что потенциальное пока зло, там действительно некуда было встать больше. Третьей силы тогда не было никакой. А дальше вот это вот обычное стремление значительной части населения, потому что никакого опыта нет политического, никакого представления о том, что такое политическое действие, что такое совместное действие, почти ни у кого. И поэтому пришел, я знаю, как надо, я лягу на рельсы, если цены будут подниматься, там масса чего было наговорено, и вокруг тоже вот это вот самое... Если не Ельцин, то кто? Борцы с коррупцией были. И опять же, это искажение причин. Вот, бороться с коррупцией, это вот, царь хороший, вокруг воры. Это нелепость, которая легко укладывается в голове обывателя. Дальше вот из того, что уменьшались все время возможности хоть как-то приводить Бориса Николаевича в чувство, дальше у нас случился и 93-й год,
Тогда тоже, в общем, такая эйфория значительной части, что вот до основания затем, непонятно, что до основания и что затем. А дальше вот это вот новый культ личности, группирование вокруг человека. Это на самом деле трагедия, случившаяся в 1989 году со смертью Сахарова. Вот до смерти Сахарова и со стороны оппозиции был лидер, не стремящийся в вожди совершенно. И со стороны власти тоже лидер интересовался изменениями, а не собственной ролью. То есть оппозиция и власть выглядели как Сахаров и Горбачев. Да. Интересно, что и сейчас кажется, что эти оба человека были по одну сторону баррикад. Они были по одну сторону баррикад. По другую сторону баррикад была, к сожалению, не только Зюгановская вся эта, а Полосковская, там их много было. И большая часть интеллигенции тоже была против. И в этих условиях нужно было тоже огромное искусство провести между Сциллой и Харибдой, так выражаясь пошлыми этими самыми. Тогда же была статья в литературке под точным названием, что против ветра корабль можно вести только галсами. А Горбачеву приходилось галсами все-таки туда отклонился, сюда отклонился, но все равно вектор всегда был один. При Ельцине, к сожалению, это поступательное движение исчерпалось очень быстро. 1993 год – это был конец иллюзий для очень многих. Потом эти обсуждения Конституции, и это Конституционное собрание, которое прочищали от недостойных, недостаточно прогрессивных. И сама Конституция предоставляет президенту неограниченные полномочия, которые могут быть использованы очень неаккуратно. В ответ мне писал человек, что я не вижу у Ельцина поползновений к единоличной власти. Ну хорошо, но у Ельцина не видишь, то следующий-то кто будет, откуда ты знаешь. Ну ты Конституцию пишешь не под одного президента. Но вот абсолютно невозможно было донести. Это интересно, когда идеи у человека превращаются в какой-то символ веры, вот просто невозможно поколебать. Собственно, это религиозный такой тип сознания, когда знание иррационально. Вот оно просто есть, это знание. Вот я знаю, что так. А пока это никого других не задевает, то Бог с ним. Почему, отменив коммунистическую партию, Ельцин никогда не посягнул на спецслужбы? Даже в 1991 году, когда сносили памятник Дзержинскому, в архивы Лубянки никто не пошел. И с самой Лубянкой по факту ничего не произошло. Ну, сама Лубянка тряслась, но... тряслась да, но отчасти, метафорически выражаясь. Отчасти это были приняты и некоторые предосторожности, потому что известно, что в 1917 году часть архивов сгорела. Вот в результате того, что энтузиасты пошли. С энтузиастами могли попасть разные люди, и попали тогда. И от архивов не все осталось. Здесь учитывали эти опасности. Значит, чекисты там сами как-то, видимо, готовы были защищаться. На Старую площадь кто-то попытался, но там знакомые, друзья, кое-какие из знакомых стояли на всякий случай, чтобы не допустить вандализма. По счастью, архивы Старой площади в значительной степени оказались заменой архивам Лубянки. Потому что Лубянка, вообще говоря, вовсе не выходила из-под контроля. Это вот самое тезисы хрущевской реабилитации, что вот органы НКВД вышли из-под контроля партии, никогда ни на одну минуту, ни на секунду они из-под контроля партии не выходили. Обо всем докладывали и на все спрашивали разрешения. Эта переписка, по счастью, и дает возможность реконструировать довольно многое. Собравшимся на площади, вообще говоря, были важны символические действия. Вообще говоря, Дзержинский – это символ палачества, если не стараться смягчить, как есть. Как вы думаете, восстановят памятник ему? Думаю, что уже нет. Вы думали, что и мемориал не ликвидируют? Они ликвидировали 3 организации, сейчас уже, может быть, 5. Мемориал продолжает работать и в Москве, и во многих городах. Я думал, что они умнее. Переоценил с одной стороны, с другой стороны недооценил их глупость. Я бы назвала это последовательностью. Не знаю, эта последовательность началась очень давно. Эта последовательность в 1993 году она уже началась. Разгон парламента,
Это был уже не первый шаг, уже до этого было много разных звоночков. То есть вот сейчас вы говорите, что власть и спецслужбы в 1993 году уже опять были едины? Ну, в общем, да. Они друг с другом не ссорились. Какие-то шаги были сделаны. Серьезных шагов сделано быть не могло, но движение было именно в эту сторону, и оно было последовательным и неуклонным. И даже товарищ Крючков просылал эту телеграмму с требованием сообщить, где что есть из мест захоронений. Опросите старых сотрудников, пришлите отчет в центр. Где-то, может быть, в центре есть этот отчет. Мы из этого отчета видели 2 бумажки только случайным образом. Но, тем не менее, даже Крючков вынужден был действовать так, как предписано. Как есть указ президента, как есть указ президиума о реабилитации. И, соответственно, все должно быть проделано для исполнения. Открыть архивы была предпринята попытка в самом начале 90-х. То, что удалось тогда, потому что чекисты были испуганы и не знали, что будет дальше. И действительно, тогда было распоряжение готовить этот суд над КПСС. И в рамках подготовки этого суда довольно большую часть архивов удалось не изучить, но, по крайней мере, осмотреть. Это направление работы было почти утрачено. Почти сразу утрачено, скажем так. Архивы, они были сколько-то доступны, очень коротко. А что касается чекистов, кого себе Борис Николаевич взял в руководителя аппарата? Своего старого приятеля, чекиста. Хотя ему говорили, что, дескать, это кого? По-моему, Юрий Петров, если я не ошибаюсь. Я просто помню, сколько по этому поводу было обсуждений. Но старая дружба дороже рациональных соображений. А архивы стали закрываться уже сразу после этого самого процесса. И чем дальше, тем больше. Во второй половине 90-х это уже процесс шел активно. Ограничение доступа разными способами. В том числе и доступа к делам репрессированных. Никакой ссоры между властью и чекистами не было. И когда Черкесов говорил про чекистский крюк, на котором выдержала Россия, удержали Россию, чекистский крюк. Сам образ, конечно, такой впечатляющий, бедная Россия, которую, видимо, за ребра этим крюком. Но это представление, что они спасли Россию. От чего спасли, не дает ответа. Среди расстрелянных и здесь, и в Коммунарке, и в разных других местах есть не только невинные жертвы, есть действительно какое-то количество уголовников довольно страшных, как в Коммунарке, скажем, убийцы Зинаиды Райх лежат в числе прочих. В числе прочих. Да. И здесь лежат чекисты некоторые в числе прочих, хотя в Коммунарке больше. И как на Донском кладбище в могиле невостребованных прахов жертвы лежат вместе с палачами вперемешку. Да, там действительные палачи. Блохин-то спокойно лежит. Блохин лежит с таким монументом. Да. А меня не это то, что памятник Дзержинскому. На Петровке 38 стоит бюст. А Дзержинский гораздо худший палач, чем любой Блохин. Он террорист гораздо худший, чем любой Басаев. Он гораздо больше заложников убил. Он руководил всем этим красным террором. Взятие заложников и убийство заложников вполне такое бестрепетное. У нас теперь говорят, что мы боремся с терроризмом. При этом Фанни Каплан отказывают в реабилитации, потому что, видите ли, она пыталась убить живого человека. Вообще говоря, тираноборцев в нормальных странах чтят и помнят. Как в Германии те, кто пытались совершить покушение на Гитлера, считаются героями. И солдаты Бундесвера присягу принимают на месте гибели, расстрелов этих людей. А у нас нет, Фанни Каплан не годится. Но вы же тоже потомок той, которая боролась с террором. Речь про вашу бабушку. Она боролась с самодержавием больше, да. Сравнивать террор самодержавный с террором большевистским совершенно невозможно ни по количеству, ни по качеству. Хотя действительно, если бы самодержавие было поумнее и хоть как-то эволюционировало, скорее всего, до дальнейшего не дошло бы. Собственно, есть же известное письмо
народной воли после убийства президента Соединенных Штатов на границах террора. Что террор есть неизбежное следствие отсутствия демократии, отсутствия выборов. Что там, где есть выборы, там террор является неприемлемым методом борьбы. Вот это вот террористическая организация «Народная воля». Мне кажется, что одной из важных составляющих идеологии Советского Союза было лишение гражданина Советского Союза своей памяти. Памяти своего рода, памяти своей семьи, памяти места. Половину посадили, половину расстреляли. Остальная половина максимально скрывала свое происхождение. В грубых мазках, наверное, так, хотя все было гораздо сложнее и разнообразнее. А цель власти была эту память отредактировать, чтобы люди помнили обо всем так, как надо. То есть частная и государственная память должны были быть идентичны? Частная должна была подчиняться. И, собственно, мы до сих пор это наблюдаем. И пережитки старого, когда отечественная история до сих пор во многом начинается с 1917 года, у массы государственных институций, которые на самом деле были созданы задолго до 17-го, это одна сторона, а вторая, действительно, не должно быть у людей никакой общности, кроме общности вот этой советский народ, грубо говоря, вот эти вот классы передовые и не очень, вот никаких других общностей не надо. Это затрудняет управление. Не в том было дело, что заставить забыть, а в том, чтобы это не имело никаких последствий. Чтобы казачество забыло, что оно казачество. А казачество – это было когда-то реакционное сословие, которого больше нет. А дворянство, духовенство – всего этого нам не надо. Это все были слои с некоторыми корпоративными представлениями, совершенно не обязательно хорошими, но тем не менее это были некоторые связи, некоторые сообщества, которые могли себя вести в каких-то случаях по собственному усмотрению. И это все для советской власти было нежелательно. Это помехи на пути к светлому будущему, затруднения в планировании создания этих вот самых пятилетних и прочих планов. На словах говорила: да здравствует советский народ, вечный строитель коммунизма. А с другой стороны, строитель был только в самом таком черновом плане. Вот что ему сказано, то он строит. И самая большая трудность, что вот за 70 лет советской власти люди привыкли к тому, что они делают что-то хорошее, полезное для всего мира. Получают за это переходящие знамена или похвальные грамоты от ЦК КПСС. Но тем не менее, ощущение, что жизнь идет не зря. Самое сложное было преодолеть, им это трудно объяснить человеку, что его обманывали всю жизнь, что он гробился и отдавал все силы вот этой вот утопии, в лучшем случае, а зачастую просто благополучию чиновников. Никому не удавалось такую задачу решать, потому что ни перед кем больше не стояло. Вот такого опыта 70-летнего тотального контроля над обществом, разрушения всей структуры общества, просто больше нигде не было. И это не лечится быстрыми способами. Вот Фридрих Ольга, это сестра моего прадедушки. Вот она. Мы ей туда один цветочек оставим. Пусть будет. Потому что он в феврале, то есть он чуть дальше. Почему-то ее раньше расстреляли. Ничего про это не знаю. Там Тут много историй. Только из политкоторжанских артелей человек 50. Это друзей и знакомых. Дедушки и бабушки. Мне очень нравится этот мемориал тем, что вот ты идешь, читаешь, иногда ощущение, что если они все заговорят, то это будет история целой страны. Настолько они тут разные все, и настолько они... Да. А вот тут они действительно разные, действительно со всех уголков, и не только одной страны. Вы принадлежите к тому поколению людей,
про который, например, я думаю, да, что вот наконец удалось создать вот эту мечту там, Сталина, настоящего советского человека, без прошлого, потому что уже невозможно было встретить тех, кто родился до революции и помнил, как там было, только с будущим впереди. Ну, у вас сначала абсолютно такой нормальный путь, там, школа, институт, работа. Вы были программистом, что довольно передово, конечно, но это, считай, инженер, правильно? Ну, программистом я был скорее по стечению обстоятельств, а не по собственному выбору. Вообще я кончал мехмат, и когда-то у меня была мысль, что я буду заниматься чистой математикой. Что было триггером, не знаю, важной точкой того, кем вы стали теперь? То есть вот у вас там карьерный трек такой понятный. Школа, мехмат, госплан. Да. И вдруг... Не вдруг, это я, честно говоря, никогда ни про какую карьеру особо не думал. А тут просто сошлось, что, во-первых, перестройка, то, что провозглашено было, это было такое действительно неправдоподобие, что есть это заголовок. Это было навсегда, пока не кончилось. Вот это вот ощущение, что это навсегда, была абсолютная, тотальная социальная апатия. Никто ничего не ждал. Все думали, что вот так всю жизнь вот это вот и будет. Леонид Ильич и последующие полудееспособные вожди. И бесконечно эта жвачка про новую общность, советский народ. Трудно сейчас вообще представить, что такое были советские газеты, какой это был невозможный серый ужас. И вот свежий воздух, и вдруг вот сообщили, что создана эта группа «Мемориал», и у нее, оказывается, совсем рядом с моим домом приемная. Ну, почему на следующий день я туда пошел? Выбор был более-менее неизбежный. Вот я работал в вычислительном центре Госплана. Мы делали неплохие программы. Ну, я не был великий программист. Там много было сложностей, чтобы хоть что-то делать по науке. Вот как-то с начальником мы идем туда, в главное здание. Там сидит старичок такой, берет карандашик и начинает по своему усмотрению результаты расчетов менять. А потом коллеги, которые там поработали дольше, сказали, ну что, ты, собственно, думаешь, это все работа на корзину. Вы посчитаете, там потом нарисуют то, что они хотят. А тут другая история. Тут приходишь, и вот эта вот очередь в приемную. И там людям туда надо. Одним надо узнать, попытаться что-то о своих, а другим надо рассказать о себе или о других, о родственниках. Тут какое-то ощущение, что от тебя вроде что-то зависит, что ты здесь нужен. И, может быть, не только здесь. Вообще говоря, это шире, чем эта приемная, потому что это тогда все-таки было 200 городов, в которых были отделения мемориала. Это было, может быть, главный запрос общества на эту вот правду, вот на эту память. Вот. Первый вопрос был про память. Память – это то, что, как ни заглушай, оно все равно проснется. Появилось ощущение, что вот эта работа не зря, что вот это не на корзину, а действительно нужно для чего-то. Не совсем я выбрал, а скорее меня как-то занесло. А в колокол бьют? Да. Тут сейчас стали меньше. Раньше там сюда много приходило экскурсий школьников. Довольно активно велась работа. Сейчас, по-моему, появились некоторые трудности. Нанесло-то как хорошо снег поверх стены. Такой слой снега. Ведь так и память засыпается снегом. Но сейчас большая часть обращающихся, их немало, это правнуки и даже праправнуки. А людям все равно нужно знать, откуда они. И это не какая-то случайная прихоть. Опять же, это то, что было разрушено. Семейные истории, то, что в основе всех обществ и любой самоорганизации. До конца вытравить это не удалось. Но многое было разрушено. Так, да, вот оно. Да. 5 февраля. Да. Фридрих Георгий. У него дело начиналось первое в 26 году. И сперва его назначили иностранным агентом. И только потом уже он стал врагом народа и был расстрелян. То есть все начиналось... Ну, он офицер Белой армии, у него, я думаю, не было шансов. Ну, были, но нужно много было делать того, что он вряд ли был готов делать. То, что он в 26-м был, никуда не делось, все равно в картотеках это было. И
Если смотреть в справке для тройки, там написано про 26-й год. Во всяком случае, то, что я сейчас смотрю, эти справки 1937 года, там кто был в 18-м, 19-м, 23-м. Все эти аресты, даже без осуждения, все равно все отмечены. При этом он уехал в Ниццу и вернулся. Да. Да. Горячо любил свою родину. Вообще, да, для людей Родина – это не пустой звук. Разные люди уезжали, возвращались. Сравнительно недавно я узнал про родственника, о котором не знал, довольно близкий был троюродный брат бабушки, которого собирались отправить с философским пароходом. Он с помощью Бухарина отбился, остался здесь. И, естественно, был расстрелян в 1938-м. Все. К сожалению, очень много таких историй. И тех, кто вернулся, и тех, кто оттуда приехал строить светлое будущее. Мы придумали вот эту историю как историю некого рассказа о том, что для нас Родина. Почему, по вашему мнению, вот такие мемориалы, такая большая братская могила жертв репрессий должна быть включена в понятие Родина? Потому что это люди ее создавали, они ее строили, они здесь жили. Это их, это не только наше. Мы здесь не первые живем. Родина – это то, что было, и что нам досталось, где мы появились. Не знаю, как-то вопрос довольно странно. Но вот был этот ужас в Отечестве. Вот это захоронение существует. Куда от него деться и зачем от него деваться? Ну, когда Путин говорит, давайте не ворошить прошлое и смотреть в будущее, это же предлагается вот эту часть Родины забыть? Он не совсем так говорит. Он говорит, что не надо не только об этом, а забыть. А нет, он очередной раз продлил эту самую выхолощенную, но все-таки концепцию государственной политики в области увековечения. Она продолжает действовать. Вопрос не в том, что он призывает забыть, вопрос в том, что он меняет оценки. Что да, это ужасно, но зато у нас. Вот так же, как до перестройки. Конечно, были издержки, но зато была коллективизация. Что если бы не это, мы бы не победили в войне. Если бы не это, так, может быть, вообще и войны не было. Просто за 1,5 года положили 500 000 мужиков призывного возраста. И ждать после этого каких-то больших успехов, даже если не углубляться во все остальное, просто 500 000 боеспособных людей, даже просто с точки зрения обороны. Офицерский состав в огромной степени пострадал. И не только, собственно, убийство людей, но и их самоощущение. Вот когда офицер испытывает страх все время, вот, не понимая, за что ему прилетит, за что его могут отправить следом за его друзьями, он будет не очень смело воевать. И у Симонова есть в его трилогии, как это подействовало на психологию военных. Там вот 4 июня. Вот. Удивительно, что вот этого Титова Андрея расстреляли одного единственного 2 июня. Как так? Просто недоработка обнаружили. Это, у них случалось самое разное. Вот. Где ваши? Ну вот. Дед здесь. Ачинский Сигизмунд. Он расстрелян как бывший эсер, террорист. Ну, там еще где-то другие дела есть, потому что его арестовывали много раз. И до советской власти, и после. Там арестовывали его и японцы, ДВРовские власти. Из этого всего только частично что-то выясняется постепенно. Ну вот по состоянию вот этой странной смеси страха и апатии сейчас похоже на время, там, не знаю, 30-х, 40-х годов? Или все-таки нет? Нет. Про тогда мне трудно сказать, я тогда не жил. Ну вы эти документы изучаете. Население не так много оставило дневников. Да, и оставили дневники. Это отдельная большая тема. Письменные источники, автоисточники той поры у нас в архиве
есть некоторое количество крестьянских мемуаров. Но сам по себе жанр этот крайне редкий, поскольку в основном это была масса неписьменная. То, что хотя бы некоторые из них владели грамотой и что-то написали, это счастье. Но в целом это вот один из самых страшных сюжетов, что это люди, исчезнувшие почти без следа. Многие из них погибли целыми семьями и не реабилитированы, и не будут реабилитированы, потому что реабилитация крестьян, раскулаченных, проводится только по заявлениям. Заявление написать некому, значит, реабилитации нет. Вот просто люди исчезли в никуда, без всякого следа. То есть понятно, что они боялись раскулаченного. Еще бы не бояться, когда тебя из дома выкинули. И потом про тебя с 30-го года, соответственно, до 85-го слова молвить было нельзя вообще. Полвека люди не существуют практически в пространстве. Сравнивать трудно. Надо просто понимать, что риски все-таки иные. Ну, так и качество жизни иное. Нет, это я понимаю, что это еще давно у Кима в песне, давно уже расстались мы с цепями, нам, слава богу, есть чего терять. Это психологически точно, потому что, привыкнув к какому-никакому условному благополучию, человек... И имея опыт такого неблагополучия. Да, человек начинает бояться, с одной стороны. С другой стороны, большинство людей вообще в этих категориях не думает над жизнью. Большинству людей не до того. Нужно успеть на работу, нужно отвезти детей в детсад, нужно где-то найти приработок, чтобы хоть как-то детей обучить, хоть что-то им купить. Это вот круговерть ежедневная. Это всюду, это не только здесь. Ну, это безусловно, но все-таки в стране каждый человек сейчас знает, что какие-то вещи нужно не лайкать, что-то по телефону нужно не говорить, и что все знают, что определенный мессенджер прослушивается. Нет, это тоже понимают люди, хоть как-то задумывающиеся на эти темы. Если вы поедете в такси, особенно где-нибудь на окраине, таксист, который вообще должен бы понимать, что его слушает, по крайней мере, диспетчер, может вам наговорить такого, что мало не покажется. То есть не все люди и не всегда задумываются о произносимых словах. То есть это опасение есть, но оно не такое тотальное. И угрозы не такие тотальные, и последствия не такие тотальные. В прежние времена просто представить, что мы бы с вами сидели и вели бы обсуждение советской власти, как-то моей фантазии не хватает. Согласна. Вот. Поэтому хуже есть куда. И дальше самое интересное, до какой степени действительно люди не замечают, до какой степени они не говорят. Вот когда станет возможно говорить, что мы увидим. Я же помню все эти разговоры на кухнях, в курилках. Там много чего говорилось. Но вот совершенно не было понятно, что это может превратиться в какую-то энергию, что вот начнутся такие гигантские митинги, и не только в Москве, вообще говоря, довольно во многих городах, правда, преимущественно больших. Было трудно. Видите, раньше тогда еще люди мечтали, мы хотим жить как там, во Франции или как в Америке. Сейчас человек смотрит по сторонам, и как будто бы он не хочет жить не так, как там, не так, как там. Я не то чтобы часто бываю, я понимаю, там есть свои трудности, там есть иллюзии разной злокачественности. А в целом они справляются. Как бы плохо у них ни было, но сюда как-то наплыва желающих оттуда не наблюдаю. Не очень много беженцев из Германии здесь мы видим. А туда, опять-таки, проблема восприятия. А сколько в реальности из населения знает про там что-нибудь, кроме зомбоящика и, может быть, пары поездок в Турцию на пляж. У меня такое ощущение, что очень немного знают. Судя по тем, кого я встречаю, некоторые куда-то съездили. Но съездить это недостаточно. А знать, откуда им знать. Вопрос не в том, чтобы им хотелось так, как там. А вопрос в том, чтобы им не хотелось так, как здесь. Как здесь, это недостойно человека. Когда человек не может рот открыть, когда он должен думать, понравится или не понравится министру обороны то, что он скажет. В той же Германии в гробу он видал обыватель, что подумает министр обороны и что сказать об этом министре.
Ну, просто вот азбучные вещи совершенно. О том, какая политика у правительства. Для кого там это останавливает, сказать что-нибудь про правительственную политику. Кто-то мешает обвинить Трампа в воровстве или еще в чем-то. Даже не важно, есть ли там основания. Там могут быть какие-то последствия в частном порядке, но никакая полиция ловить этого оскорбившего не будет. Человек сам себе хозяин. С человека начинается страна, а не с господина президента. Есть один день, который вызывает какие-то у меня совершенно невероятные чувства сочувствия к этим людям, которые расстреляли всех иностранцев. Там китайцы, какие-то японцы. И я все время не могу себе представить, что ты вот приехал в страну, в которой ты не понимаешь языка. Ты сидишь, допустим, в прачечной работаешь. За тобой приехала машина, она тебя куда-то везет, ты ничего не понимаешь, ты не можешь ничего спросить. Самое дикое, что есть в книгах памяти и китайцы, и не только китайцы, сирийцев тоже кто-то есть, где из дела не видно даже, мужчина это или женщина. По имени не поймешь, но из дела это должно быть понятно. Ну, вот неоднократно в книгах встречал, что сами составители не могли понять из дела. Может быть, и можно установить, если тщательно изучить дело, но во многих случаях просто присылали справки, а чекисты, которые не считали это важным обстоятельством. Я слышала, что вот этот Нюквист – это дедушка оператора, который потом снимал с Тарковским. Если так посмотреть, куда ни кинь, почти в каждой семье кто-то есть пострадавший. Просто далеко не все про это знают. Ну, как у меня приятель на работе, он был такой убежденный марксист и говорил, что вот что такое, вот не такие большие репрессии. У меня в семье никого. В перестройку ему мама сказала, что его дядя родной таки попал, отсидел в лагерях полный срок. Просто в семье про это не упоминали. И как на него это повлияло? Но он человек был разумный, так что он все-таки в известной степени пересмотрел. Другое дело, что утопия – это достаточно привлекательная. Легко спорить с заведомо преступной идеологией. Идеология, которая притворяется гуманной, спорить куда как сложнее. Мы с вами специально подгадывали день встреч таким образом, чтобы не совпасть с вашими походами в архив. Сколько раз в неделю вы ходите в архив? Ну, сегодня я просто его отменил. А, все-таки мы попали? Ну, все равно дела дают так неспешно, что я успею это дело досмотреть завтра в первой половине дня, потом буду ждать понедельника. Они работают 4 раза в неделю. Но последние месяцы получается только 1,5 раза. Почему? Потому что стали выдавать по одному делу в неделю. Такими темпами мне еще лет 5 придется. А если я не брошу это все. Слава богу, что они хоть что-то дают. Там, конечно, они закрывают часть листов. Вообще-то вы иноагент. Могли бы и не давать. Может, указивки не пришло. В законе нету такого ограничения, что, правда, никому не мешает. Отсутствие или наличие чего-то в законе. Зачем вам это надо? Не знаю. Зачем людям надо что-то вообще делать? Зачем астроному смотреть на звезды? Не потому же, что ему за это зарплату платят. Вообще-то платят. Ему платили бы, может быть, больше в другом месте. И даже, наверное, больше. Но просто есть вещи... Ну, во-первых, я люблю доделывать вещи. Когда я вижу, что есть вот работа, которая должна быть сделана. Тем более, что я начинал это делать со сталинскими списками. Я был как бы координатором этой всей работы и исполнителем в значительной степени. Она была сделана в той мере, в какой это было возможно тогда. Вдруг оказалось, что есть другой источник, обширный, позволяющий закрыть массу лакун и объяснить многое, что мы не понимали в этом механизме. Как формировались эти списки? Как оформлялись расстрелы в особом порядке? Вот этих вот чекистов, которых не без всякой военной коллегии просто расстреливали после того, как Сталин утверждал список.
какова была внутренняя документация, что приходило в центр, что уходило из центра. Просто это должно быть доделано. Поскольку я понимаю, как это можно доделать, то вот я и делаю. Это причина, по которой в 22 году, когда начались преследования мемориала, начались уголовные дела на ваших коллег, некоторых из них, как Орлова, посадили. Это причина была, по которой вы не уехали? Или вы бы в любом случае не уехали? Нет, я с самого начала говорил, что я не... А куда мне ехать и зачем? Что мне там делать? Да, всем некуда, но все уехали. Мое место здесь. Просто я не собираюсь отступать. Не в семейных традициях. Тут нет никакого героизма, я трезво оцениваю, что мои риски невелики. Я совершенно никакой не герой. Личная смелость – это не про меня ни в коем случае. У меня это скорее рациональное. Просто я оцениваю риски, оцениваю последствия и принимаю решения. И в тюрьме люди живут, и на воле люди умирают. Никто не знает, где и когда. Я уже, в общем, довольно долго прожил. Дольше, чем любой из моих дедов. И, слава богу, мне не за кого бояться. Если со мной что-то случится, никто не погибнет. Мне гораздо легче, чем многим другим. Вот каждый выбирает, исходя из своих обстоятельств. Во всем происходящем самое глупое и противное, когда начинают тыкать друг в друга те, кто уехал, в тех, кто не уехал, и наоборот. Есть люди, которые непонятно зачем ищут самооправдания, хотя оправдываться не в чем. И из-за этого становятся вдруг агрессивными. Вот это очень досадно бывает наблюдать, потому что и некоторые талантливые люди этому подвержены, как некоторые довольно известные как бы политические деятели объявляют, что где они уехали все пособники. Ну, хорошо, ребят, считайте, как хотите. Просто нужно понимать, что задача в том, чтобы сохранять какую-то норму. И демонстрировать, может быть, ее ненавязчиво, не показывать, что вот я нормальный, а там вы все вокруг не очень. Это как бы было бы смешно. С моей точки зрения, самой антисоветской организацией был «Дед-ГИС». Издательство, которое выпускало массу хорошей литературы, которая была совершенно не про Павлика Морозова, а про Чаполина, про Пеппи Длинный чулок. Какие книжки искали родители? Вот именно то, где говорилось про нормальные человеческие чувства, нормальные человеческие отношения. Ну, Чаполина, знаете, это самое, как-то... Отец, ты в тюрьме! Здесь одни хорошие люди, сынок. Понятно, что подразумевалось, что это речь идет про не здесь. Да, это известные способы обходить, обманывать цензуру. Да. Как я помню еще, как веселились в студенчестве, уже, наверное, обсуждали там полемику критиков, что кто-то там наехал на хищные вещи века, что это глумление над советским этим самым, над представлением о социализме. И ответ, а какое, собственно, у критика представление о социализме, если он считает, что это социализм. В общем, не только Эзопов язык, но просто вот представление о том, что такое предательство, о доносительстве. Вот «Два капитана», при том, что это очень идеологизированный в каких-то местах роман. Но он тоже об этом как можно и как нельзя. Вот просто сохранять норму. Это уже было очень много. Это было поперек вот этого официоза, что вот сама партия и Ленин близнецы-братья. Это уже ушедшая эпоха, да, но тем не менее вот это вот то, что было важно, и то, что и будет важно, и вот это вот представление, да, слово «правда весь мир перетянет», конечно, но не сразу. Все-таки требуется некоторое время. И поэтому нужен достаточно длинный план. Кто там из диссидентов про 300 лет, что 300 лет требуется, чтобы что-то, он сказал, а 300 лет – это срок, который меня устраивает. Вот я не могу сказать, что меня радует перспектива, что, вероятно, действительно пройдет больше лет, чем я проживу, скажем. Меня печалит главным образом, что люди, которые привыкли говорить лозунгами и залезать на одну сторону баррикады, многие не поумнели. Не услышали того, что им говорят за все это время. И считают, что да, вот то, что происходит, это не следствие 93-го года, и Чечня не следствие 93-го года. Мне грустно, что вот это вот нетерпение не первый раз. А, собственно говоря, и убийство Александра II – это тоже нетерпение. Вот, да, там было много движений в разные стороны, но движение это было как раз. Перестройка сопоставима с Великой реформой по масштабу изменений, но тоже через 40 лет после начала, 61 год реформа, 901, 905, в точности не повторяется, но циклы какие-то
Хочется надеяться, что нынешний будет не такой длинный. 70 лет тоталитаризма у нас не будет, слава богу. Да, так думаете? Я совершенно уверен. Это я надеюсь точно увидеть, конец этого. Но дальше не будет все радужно и кисельных берегов, и молочных рек. Не будет так сразу. Это долгая история. И никто больше не навредил России за последние десятки, многие лет, чем нынешний руководитель. А Сталин? Нет, Сталин навредил. Но тут есть тоже нюансы. Он, конечно, преступник больший по количеству жертв. Но стране он навредил не меньше, потому что Советского Союза не только боялись, но ему и сочувствовали, народу. Отношение к нынешней России, к сожалению, по сравнению особенно со временами Горбачева, когда все смотрели, в общем, каждому приезжему из России были рады везде и смотрели с надеждой, сейчас смотрят с подозрением. В лучшем случае это ужасно, что вот это вот некоторый моральный капитал победителей Гитлера практически обнулен. Вот это вот совершенно чудовищно, что смотрят на россиян как на оккупантов всюду, даже где они еще не оккупанты. Это преступление перед памятью тех, кто действительно погиб в войне с Гитлером. Дискредитация. Любит у нас власти слово дискредитация. Вот никто больше дискредитацию не совершил, чем они. Когда вы конспектируете дела, их прочитываете, просматриваете, вы с этими записями что делаете? Кому вы их собираетесь передать? Какое-то количество дел просматривать – это подготовка дополнительного тома «Коммунарки», поскольку там из 6600 в том вошло 4300, 4400, 2 с лишним тысячи за пределами. Из них действительно, может быть, около четверти – это уголовники или дезертиры, а остальные просто не попали, потому что на них не подготовили справки сотрудники аппарата или не нашли дела, что не всегда бывает легко, даже при наличии у них всех этих картотек. Большую часть мы нашли уже этих дел, потихоньку их обрабатываем. До того, как вождю подавали на подпись, на утверждение эти списки для дальнейшего оформления военной коллегии, была довольно большая работа. С мест присылали предложения, справки альбомные на листах горизонтального формата. Слева установочные данные, справа краткое описание выдуманного дела. Самые разные чудовищные ахинеи попадаются. И это просматривалось, часть отвергалась, и это люди попадали или второй раз потом присылались, или попадали на особое совещание, или на тройку, или в суд, или трибунал. А эти справки вот изучались, составлялись на их основании списки, и потом это уже без справок, просто сами списки подавались вождю. Про многих из этих людей ничего не известно до сих пор было. Я уже больше половины просмотрел, порядка 30 с чем-то тысяч этих справок. Про них, по крайней мере, есть известно, где они родились и когда, какая у них была профессия. Обвинения я не переписываю, потому что в этом никогда, почти никогда нет никакого проблеска намека на правду. Это чисто выдумки следователей. Иногда там бывают экстравагантные обвинения, которые я просто выписываю как примеры, до чего доходила фантазия следователей. И главное для меня просто дать минимальную информацию о людях, включенных в списки. Потому что справочная литература советская была негодной, потому что туда репрессированные не попадали вообще. Потому что они уже не были чиновниками важными, и только для некоторых делалось исключение, их как-то включали. И до сих пор многие, если хотите найти каких-нибудь республиканских наркомов, совершенно не обязательно, что вам это удастся по открытым источникам. Для тех, кто репрессирован, ну, тем более. Ну, вот. А задача довольно технически простая, но попутно вот какие-то детали, когда что начиналось, как начиналось,
Про многих людей до сих пор люди ищут. Вот как готовили книгу по Донскому. Там было полное содействие Центрального архива ФСБ. Они проводили сами поиски. Все равно там порядка сотни имен остались нерасшифрованными. Вот потом уже из них пару десятков, по крайней мере, я нашел в региональных книгах памяти. Но это другая история, что военная коллегия, особенно в начале вот этой славной деятельности в 1937 году, там, где были маленькие списки в регионах, вызывала для расстрела людей сюда. Их привозили, их как бы судили, вот эти вот 10-минутные заседания, за которые они успевали не только выслушать, но еще и написать приговор. И дальше расстрел, а потом в конце 50-х, начале 60-х дела из Москвы рассылались по месту рождения людей. К нам обращаются, как правило, те, кто не смог получить ответа или не понимает, где искать ответ, в каком из управлений ФСБ, к кому обращаться. Ну вот, это одна из задач. То есть сохранение памяти, в общем. И сохранение памяти, и помощь людям, потому что когда мы делали эти вот диски, еще не было в интернете ни возможностей, ни методик у нас не было, и вообще было довольно мало в интернете баз такого масштаба. Мы делали это на компакт-дисках. Сколько там они брали у нас? По-моему, 1,5 дисков у нас брали для рассылки по управлениям ФСБ. Они ссылались на эти диски как на источник, потому что у них не было комплекта книг памяти, тем более не было дополнительных источников, которые мы туда тоже включали. Они ссылались в своих ответах на наш диск. И еще чаще им это помогало просто понять, куда писать, где искать. Не только к нам обращались за этими, работала в разных местах. Человеческие останки располагались в 5 слоев, перекрытые землей, видимо, по дням расстрелов. По стенам траншеи четко заметны следы работы экскаватора, такие характерные засечки от ребер ковша. Все человеческие останки покоятся на тех местах, где и были обнаружены. После изучения экспертами их вернули в ров и вновь захоронили. А вот что-то из вещей было поднято из раскопа. Это подлинные вещи, одежда расстрелянных. И фотографии людей, лица людей. Вот они смотрят на вас со стен притвора. Фотографии эти делались, то есть те, кто в этих рвах покоятся. Мужчины и женщины самых разных возрастов, национальностей, сословий. Вот они смотрят на вас со стен притвора. Фотографии эти делались обычно за 2-3 дня до расстрела в тюрьме. Так что вы видите последние прижизненные фотографии этих людей. Вглядитесь в их лица, в их взгляды за 2-3 дня до смерти. Ну а как вы себе представляете этот процесс рассказывания правды, давайте простыми словами его назову, при котором граждане страны узнают, что их родина – это кровожадное чудовище, которое пожрало своих собственных детей в огромных количествах. Я слышала ваше интервью, в котором вы сравниваете этот процесс с процессом покаяния нацистской Германии. Но в нацистской Германии это довольно короткий промежуток времени, при котором власть нацистов убивала, уничтожала и преследовала других людей. Не немцев, не граждан твоей страны, а граждан других стран и представителей других национальностей. А тут своих собственных детей жрет эта родина. Это же абсолютно может свести человека с ума. А если мы говорим о народе, то это, в общем, такая большая травма. А что потом с ней было делать? Это труднее для преодоления, но для осмысления может быть проще. С одной стороны, это чудовищно обидно, что вот ты в это верил, что ты ради этого всю жизнь себя гробил и все отдавал ради этого будущего счастья мифического. Тебя обманули, а при этом еще масса людей погибла. Это не то же самое, когда ты или твой ближайший кто-то шел во имя убийства неполноценных, не ради чьего-то блага, а ради корыстных целей, пусть даже страны. Мотивация, не дающая потом никакого оправдания себе. Человек, который, веря, что так необходимо, шел в продотряды,
например, изымать зерно у крестьян или куда-то еще, он может себя дальше как угодно казнить, но если он действительно верил в эту утопию, такому человеку как-то легче найти какой-то выход, какой-то способ изжить. Вот это вот искупить тоже пытаться. Понимая, что он это делал не ради собственной выгоды, не ради каких-то шкурных или преступных намерений. Спорят вот это вот по поводу слов у стены скорби, что там не должно быть слова «простить». Смотря что, смотря когда и каким образом. Ну да, нельзя простить, мы не вправе прощать тех, кто выбрасывал семьи с маленькими детьми из избы на мороз и отправлял их куда-то в глухую степь, где многие перемерли. Не должны. Но дальше возникает вопрос, а кого нельзя простить? А вот крестьяне, которые жгли и убивали помещиков, когда получили такую вольницу. Они же потом некоторые попали в ту же Сибирь. Вопрос не в том, чтобы сказать, что нет, вы не виноваты. Вопрос в том, чтобы понять, что вот это вот натравливание одних людей на других – это и есть главная проблема. Ну а каким вы тогда бы видели... Я понимаю, что это самые странные вопросы ретроспективные про прошлое, которые начинались бы со слов «если бы». Но тем не менее... Это как раз и есть история. История, кроме сослагательного наклонения, ничего и не знает. Если бы не было сослагательного наклонения, это была бы вообще никому не нужная коробка с фактами. К этой фразе отношусь очень плохо, с моей точки зрения. Она крайне вредна. Она появилась широко в отечественном обиходе в конце хрущевской эпохи и после нее. Ну да, оно было, но истории нет сослагательного наклонения. Вот как Волкогонов в одной из ранних сравнительно своих перестроечных статей писал, что да, Сталин был плох, в истории нет сослагательного наклонения, но если бы пришел Троцкий, то было бы еще хуже. Но вот все-таки оно есть или его нет, это сослагательное наклонение. Тем легче мне будет задать вопрос. Если бы все развивалось по некому идеальному сценарию, то каким образом должно было бы выглядеть это покаяние, этот рассказ правды с тем, чтобы с этой правдой люди смогли жить в будущем? Просто полное открытие архивов, чтобы не было вот этих вот возможности обсуждать. Больше половины энергии, наверное, уходит в споры о том, было или не было. Эти споры решаются просто предъявлением бумажки. Не спорить, были факты или не были факты. Вот что с этими фактами делать? А вообще говоря, восприятие прошлого искажено из-за того, что на эту же эпоху попыток осмысления наехала эпоха экономического краха по существу. Проблема в том, что преступное государство должно быть названо преступным. Вот преступный был не народ, преступное было государство. Народ оказался вот в этих условиях. Сейчас популярные всякие высказывания про то, что русский рабский народ, прирожденные рабы, там прочая ахинея. Не только не рабы, но вообще говоря, сопротивлялись этому режиму в самый кровавый период, 3000 крестьянских восстаний только в период коллективизации, а сколько их было во время гражданской войны. И не только крестьяне участвовали во всем. Я не знаю, где еще в 20 веке было такое сопротивление попыткам власти навязать свой уклад. И вопрос в том, чтобы признать, что государство было преступным. А каким оно было, если оно убило просто вот за 1,5 года 700 тысяч своих граждан по ложным обвинениям? А было еще до этого вот и раскулачивание, где тоже еще, по крайней мере, большими сотнями тысяч погибшие и парой сотен тысяч расстрелянные. Убитых при подавлении восстаний вообще никто не считал. Это государство, которое подписало пакт с Гитлером о разделе чужих территорий. Но вот теперь пытается это каким-то образом замаскировать. Но как это замаскируешь? Если бы товарищ Молотов был убедительнее при поездке в Берлин, может быть, поделили бы еще что-нибудь, но Адольфу Алоизовичу показалось, что Иосиф Виссарионович слишком многого хочет, поэтому в другую сторону закрутилось. Безусловно, преступное государство. Когда там рассуждают про то, что долго не открывали второй фронт, то, вообще говоря, с 1939
до 41-го, значит, не 2 года, но 1,5, а Великобритания сражалась одна с Гитлером, союзником которого был Сталин и поставщиком множества необходимых для войны ресурсов. Можно только удивляться, как быстро и однозначно было принято Черчиллем решение, что не будут стоять и наблюдать, а будут участвовать. Это дорогого стоит. Но дальше возникает вопрос насчет 2 зол. Вот тут тоже отечественная поспешность в умозаключениях дурную роль играет. Оба режима тоталитарные, да. Идеологии все-таки разные. Последствия близки. Вот чудовищное количество жертв, хотя в Советском Союзе это преимущество внутри, для Германии это преимущественно за пределами. Огромное, немыслимое, невообразимое число жертв. Но есть разница в идеологиях, в базовых. Быть эксплуататором человек может перестать. Он может перейти в другой класс, разориться, хоть с крестьянином стать, хоть продавцом, кем угодно. Перестать евреем или цыганом человек быть не может. Вот просто по одной этой причине это разные злокачественности идеологии. И опять-таки одно дело, если говорить про Маркса, не про сталинскую практику, который все-таки ссылался на Маркса и прочих основоположников, все-таки не предполагалось непременно физическое уничтожение под корень всех, кто происходит из этого класса. Нацистская теория предполагала как минимум ограничение прав неполноценных рас, а некоторых, вообще говоря, и окончательное решение вопроса. Можно говорить о сходстве методов во многом, можно говорить о количестве жертв сходном, но нельзя забывать, что правоверный коммунист мог быть приличным человеком. В теоретических постулатах коммунистическая теория не противоречит человеческой морали. Нацистская теория абсолютно противоречит и несовместима. Мне кажется, это важно не забывать, и нет необходимости такого уравнивания. Оно просто не помогает, а скорее затемняет смыслы. В 2011 году, выполняя свою рутинную работу, то есть исследуя архивы, вы наткнулись на то, что касалось вас лично. Вы нашли дело своего родственника Павла Степанова. Своего деда, да. Нашел упоминание его сначала в башкирской книге памяти. Еще не был уверен стопроцентно, что это он. Павел Степанов все-таки слишком распространенное сочетание. Но я решил на всякий случай проверить. Проверил, оказалось, да, что это он в 2020 году был приговорен к расстрелу. Сколько ему было? Ему было 19. Вина его заключалась в том, что он пару раз ходил в контрразведку белых за кого-то заступаться, но это было интерпретировано, естественно, другим образом. Ну и плюс к тому его брат старший был гардемарином на Дальнем Востоке и с белыми ушел с кораблем вместе. Оказалось достаточно. Но, по счастью, в этот момент как раз на 3 месяца была отменена смертная казнь. Если бы нет, то я бы не сидел здесь. А сейчас, это, впрочем, занятный случай был я сейчас в архиве ФСБ просматриваю материалы к сталинским расстрельным спискам. И там обнаружились списки, которые были подготовлены уже, но не поданы на подпись, потому что кончились массовые операции, перерыв объявили. Господи, я сейчас думала, вы скажете, кончились чернила. Нет, чернила у них не кончились никогда, на это у них всегда хватило бы. И в одном из этих списков был отец Арсения Борисовича Рогинского по первой категории. Значит, список был заготовлен еще в начале октября. До середины ноября теоретически могли успеть. Но с приходом Берии списки стали предварительно посылать на утверждение первым секретарям. Список был послан Жданову и вернулся уже с опозданием. Если бы не это, то же самое... То Рогинского бы не было на свете. Да. А Рогинский не знал, то есть Он, к сожалению, он умер за 2 года до этого, да. Фокусы судьбы.
Но чисто по-человечески, когда ты читаешь про того, кто тебе ближе, чем просто имя и фамилия, это другие чувства? Это дополнительные чувства, но вообще-то я довольно много читал дел, которые вызывали такие острые ощущения. Какая-то девочка, которую обвинили в том, что она в хлеб запекла с иголки, чтобы товарищу Жданову доставить неприятность. Терроризм, и ее расстреляли. Она была из раскулаченных, ну что тут сомневаться. Естественно, что это был теракт. Для чекистов достаточно. То есть много... Ты никогда не проверишь, да, была ли там вообще какая-нибудь иголка или не было? Нет, вещественных доказательств по делу нет. Может, и была какая-то, только что это... Случайная. А откуда она могла знать, кому пойдет этот хлеб? Таких безумных обвинений много. Так, собственно, и сейчас. Посмотрите, это иркутское дело, где там какие-то 5 хануриков хотели захватить власть. Ну, ребята, если у вас страна такая, что 5 хануриков могут эту власть захватить, ну, мне, честно говоря, трудно считать эту страну великой. А это сегодня происходит в наши дни. В закрытом заседании, вот что там у них было за страшное смертоносное оружие, с помощью которого 5 человек готовили захват власти. Это бредовость, тут именно уже доходящая до времен Большого террора. В своей Нобелевской речи вы говорите о том, что в России около 1000 политических заключенных на тот момент. Это 23-й год. А сейчас сколько? Сейчас надо смотреть. По-моему, уже за 1300 перевалило. На самом деле мы толком не знаем, сколько. И не в количестве дела. Вопрос в чудовищной деградации правосудия. Судьи выносят приговоры, которые не то что с правом не имеют ничего общего, со здравым смыслом ничего общего не имеют. Можно надеяться, что этих судей все-таки не так много. Мы видим примерно один и тот же перечень имен судей в большинстве дел, если дойдет. Я все-таки надеюсь, что дойдет до изменения ситуации, то избавятся от этих людей, действующих вопреки праву и вопреки профессии, вопреки профессиональной совести, будет возможно. Но то, что вообще говоря, это существует хоть в каком-то количестве, что это утверждается высшими инстанциями, Верховным судом, и Конституционный суд там не видит проблем, как правило, в 99 случаях из 100. Это, в общем, очень дурной знак. Это показывает, как далеко мы ушли от времен перестройки. Если вспомнить, все-таки тогда именно слово «закон» и «право» были в центре, начиная вот с того самого указа о реабилитации, где было сказано, что незаконно не может иметь силы. Именно тогда появился комитет конституционного надзора, который все-таки стал выполнять функции надзора за правом раньше, чем Конституция по существу появилась, потому что Советскую Конституцию с некоторой натяжкой можно считать Конституцией. Но вот именно внимание к праву. А здесь демонстративное попрание права постоянное. Это вы это имеете в виду, когда говорите о том, что была бы полезна международная конвенция о неприменении сроков давности к преступлениям против правосудия? Да, это именно про это, что, вообще говоря, мне кажется, что люди, отправляющие правосудие, так же, как и чиновники, должны понимать, что у них не только повышенные права, но и обязанности, и ответственность тоже повышенная. Что, вообще говоря, человек, совершивший преступление против правосудия, вынесший заведомо неправосудный приговор, состряпавший ложное обвинение, должен понимать, что это, когда дойдет дело, будет рассмотрено и будет вынесен приговор. А где у всего этого срок давности? А сегодня это преступления небольшой тяжести считаются, насколько я помню, по нашему уголовному кодексу. Смысле. Вот когда вам покажется, что уже не важно говорить там, про преступления 20-30-х годов прошлого века? Это что значит не важно? Ну, вот мы же про Суворова уже ничего не говорим. Про Суворова мы продолжаем говорить и оценивать там по-разному. Да, вообще говоря, а что Суворов? Суворов действовал за пределами Отечества. И если говорить, скажем, в Польше, Суворова вспоминают не самыми ласковыми словами и не без оснований. Но это, опять же, действительно исторический сугубо Ну, хорошо, вопрос. про Аракчеева мы не говорим.
Это не затронуло никого из ныне живущих, и юридические конструкции того времени уже тоже не имеют силы. Там нам не с чем бороться. А здесь есть? Здесь у нас до тех пор, пока не... Значит, вообще говоря, исчерпан вопрос, будет, как бы сказано, что это было преступное государство, что это были преступные методы, и вот это вот все подлежит отмене. Тогда можно будет действительно подходить к этому как к материалу уже остывшему. Этот пепел уже не будет стучать в сердце, скажем так, пошлыми этими самыми цитатами. Проблема именно в том, что до сих пор делаются попытки это оправдать. Разумеется, нужно понимать мотивы всех, не приписывать, не демонизировать сверх меры. Потому что действительно реальные люди не руководствуются этой вот цирковой репризой, чтобы такого сделать плохого. Мотивации другого рода всегда у людей, даже когда люди делают не то, что плохое, а чудовищное. Ну, если не брать тяжелых психопатов. Но люди всегда руководствуются какими-то соображениями. Их надо пытаться понять. Но нельзя оправдывать то, что не подлежит оправданию. Изучение вами архивов и изучение вами всей этой истории, связанной с подавлением свободы человека, индивидуальности человека, оно не привело вас к мысли о том, что любой человек, даже самый сильный и самый честный, против системы абсолютно бессилен и в конечном итоге ей проигрывает? Я не знаю, что считать проигрышем. Вот вы сейчас не в проигрыше? Нет. Организация, которой вы отдали столько лет своей жизни, признана нежелательной, закрыта. А людей, с которыми вы вместе работали и пытались сохранить, с одной стороны, память, а с другой стороны, контроль над соблюдением прав человека, не существует. Люди уехали. Вы тот человек, который закроет в конечном итоге эту дверь на ключ. Во-первых, я совершенно не собираюсь ее закрывать на ключ. Во-вторых, дело, которым я занимаюсь, не сводится к какому-то ключу и к какой-то двери. И к наличию или отсутствию какого-то пространства. Это дело, которое не зависит от нас. Память, как это говорят верующие, Дух Божий дышит где хочет, а вот память живет, не подчиняясь велениям власти. С памятью власть ничего не может сделать. Это может пытаться, может подавлять, а память все равно прорастет. А проигрыш или не проигрыш – это вопрос конечного счета. Христос в конечном счете проиграл или пока еще нет? Или мы еще таки не знаем окончательного счета? Пока человек делает то, во что он верит и что считает правильным, он не проиграл. У меня пока есть возможность делать то, что я считаю правильным, то, что мне кажется нужным. Что еще, собственно, человеку, может быть, надо? Почему я должен считать себя проигравшим? Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Общие рецепты – вещь хорошая, но не всегда пригодная. Зависит от конкретных случаев. В целом, с большим колебанием, все-таки скорее милосердие. Свобода или стабильность? Свобода, конечно. Правда или безопасность? Правда. Родина или истина? Одно не исключает другого. Власть или истина, да, это, разумеется, понятно, что. А Родина или истина – это нет, неправильная дихотомия. Что будет дальше? Дальше будет новое время. Вот я знаю, что хуже еще может быть. И уже бывало хуже. А будет ли хуже? Вот я надеюсь и все делаю для того, чтобы не было хуже. Thank you.